Вот сейчас в Швейцарии проходит саммит мира, но Россию туда почему-то не пригласили. Хотя я считаю, могли бы, чисто из уважения. И тут два варианта. Либо нас не уважают, либо очень уважают, но не нас. Ну да ладно, мы в свою очередь тоже как-нибудь организуем саммит своего параллельного мира и тоже их не пригласим. А ведь мы уже много раз призывали к мирным переговорам. Хотя сейчас уже я совершенно не понимаю, о чем вообще можно говорить с людьми, которые нагло не хотят отдавать свои территории. Вы меня извините, но это никак не вписывается в нашу концепцию мира. Это же бред собачий, чушь какая-то. Ну, если вы действительно так хотите мира, то просто выполните наши странные условия. Условия нашей страны. Мы ведь много не просим. Нам от Украины, по большому-то счету, нужно всего-навсего все. И все. Есть же такая поговорка: хочешь мира, сдавайся скорей. И как показывает практика, у нас это со многими проканало. Но Украина почему-то категорически не идет на диалог. И я более чем уверен, что если бы сегодня у власти на Украине был бы, например, Рюрик, мы бы уже давно договорились бы. Я вам больше скажу, мы с ним часто это обсуждали. У нас просто палаты рядом. Но не суть. Ведь еще в 2014 году в ситуации с Крымом и Донбассом мы четко сказали: было ваше, стало наше. Все ж понятно. Я считаю, это был пример конструктивных «было ваше, стало нашинских» отношений между добрососедскими странами. И если бы мы еще тогда, в 2014-м, договорились бы с Украиной о мире, сегодня Россия могла бы уже договариваться о мире с Польшей, находясь у ее границ, чтобы наглядно показать свою безграничную любовь ко всем странам Европы. Так сказать, продемонстрировать от слова «демон» и «монстр». Ведь, как я уже говорил, граница России нигде не заканчивается. Россия ведь почему такая большая? Потому что нас надули. Понимаете? Надули. А сейчас делают все, чтобы мы сдулись. А вот вам сдулечки. Мы не собираемся отказываться от захваченных ранее территорий. Поэтому, если хотите мира, я повторяю наши условия. Украина выводит свои войска из Украины, принимает решение о внеблоковом статусе, ликвидирует все натовские биолаборатории, а всех боевых комаров передает Небензе в вечное пользование. Но это еще не все. Если вдруг в ближайшем будущем наши войска опять случайно заблудятся на территории Украины и спросят, как проехать к Ла-Маншу, чтобы помыть там ноги, не препятствовать их благородной миссии и, по возможности, обеспечить их хозяйственным мылом и свежими носками. Кроме этого, Украина на государственном уровне должна запретить ехидный смех Буданова. А глава СБУ Малюк лично поднимает со дна Черного моря все корабли, которые он потопил, и чинит их за свой счет. Далее, президентом Украины становится Виктор Федорович Арестович. Мне все равно, как вы слепите из Медведчука, Януковича и Арестовича одного человека, но это наши условия. Более того, Украина обязуется на официальном уровне признать конотопских ведьм терромистической организацией. А все их проклятия и заклинания должны быть конфискованы и переданы для изучения в наш Тувинский шамано-бубинский комитет. Вот еще. Украинцы должны перестать называть Лаврова грустной лошадью. Сергей Викторович, я ведь правильно озвучил вашу просьбу? Да! Ну вот, достаточно весело ответил. Да, и самое главное, Запад снимает с России все санкции, которые по-прежнему не работают,
и выплачивает им пособие по безработице. А 300 миллиардов замороженных российских активов передает лично мне. У меня для них найдется своя морозильная камера. Если Украина и Запад готовы выполнить все эти условия, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь, воду и медные трубы. Да! Ну вот, Сергей Викторович не даст поржать. В смысле, соврать.